Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня речь пойдет о пересадке орхидеи после покупки. Обычно орхидеи продаются в небольших горшочках, и ее желательно пересадить в больший горшок, чтобы она лучше развивалась. Или же, как в моем случае, горшок в принципе довольно хорош, но сами корни, обратите внимание, они сильно разрослись внутри, и корни заполнили все пространство, и надо бы пересадить. Орхидею я купил где-то месяц назад. Есть ролик, как выбирать орхидею. Она называется «Желтая жемчужина». И сегодня мы будем ее пересаживать. Я подготовился. Есть вот такой вот горшочек, двойной. Желательно горшки иметь двойные, и они желательно, чтобы были прозрачные, для того, чтобы мы могли контролировать состояние наших корней. Также я подготовил вот такой вот субстрат. Этот субстрат мне надарила фирма Гилея Херсон. Это было, я так думаю, года 3 назад. Они мне прислали целый ящик такого хорошего субстрата, который я и буду использовать. Некоторые говорят, что в процессе цветения нельзя пересаживать. Все зависит от того, как мы будем это делать. В данном случае мы не будем тревожить корни, мы не будем вытаскивать вот этот субстрат, который находится между корнями. Мы просто добавим снизу и по бокам немножко новой коры, и на этом конец. И наша орхидея даже не почувствует этой нашей операции. Но она потом будет иметь возможность развиваться, так как мы дадим ей шанс на это. Посмотрим, что у нас есть. Я всегда просматриваю то, что мне присылают. Всегда. На низ нашего горшочка я положу более крупные такие вот части. Вот эту пыль, которая тут есть, я считаю, что ее не надо вообще туда закладывать. Поэтому лучше выкинуть ее. Ну вот где-то еще можно немножко. Здесь я вижу и какой-то уголь есть. Этого достаточно. Вот я как бы на низ наложил. Теперь нашу орхидейку надо аккуратненько вытащить с нашего горшочка. Она к нему немножко приросла. Обжать. Вот она вышла, да? Вот у нас. Мы смотрим внимательно. У нас здесь все четко, все хорошо. Ставим его в будущее место. Чуть-чуть многовато. Где-то уровень, чтобы остался прежний. Уровень посадки. Можно чуть углубиться. Ну, вот так. И теперь нам надо заполнить вокруг нашим субстратом.
Старайтесь ее посадить по центру горшка и аккуратненько обложить вокруг. Можно слегка поджать. Ну и теперь полить. О поливе есть отдельные ролики. Вы можете посмотреть у меня на канале, как это я делаю. Обычно я поливаю методом вот такого погружения. Где-то на 10-15 минут. Зависит от условий, конечно. Заливаю полную. Сухая кора сильно, она плавает. Поэтому надо немножко придержать первый раз. Она сейчас увлажнится, и все будет хорошо. Вот так я оставляю на 10 минут. Потом сливаю водичку, и все. Все, я орхидейку пересадил. Она здесь может жить и хорошо развиваться. Будет достаточно места для корней. И проще будет уход. Можно немножко реже делать полив. Эти вещи можно будет поправить, если надо. Друзья, заходите на канал. У меня много есть роликов по уходу за орхидеями. Я стараюсь доступным языком рассказать, как это все делать. Все довольно просто, и вы будете иметь хороший результат. Я вам всем желаю удачи. Всем пока.